Друзья, всем привет! Пришло время сделать обзор моего нового осциллографа от компании Mixiq, модель TO1104. У него неплохие технические характеристики, множество разнообразных интересных фишек, но самым главным открытием лично для меня оказалось то, что производитель этого изделия смог сделать действительно отзывчивый, простой и интуитивный тачскрин интерфейс для осциллографа. Давайте посмотрим на это изделие более детально. Вот так выглядит осциллограф. Это средняя линейка. Есть еще более крупные модели у этого производителя и более мелкие, выполненные в формате такого крупного мультиметра. Думаю, многие с такими сталкивались. Но наиболее интересные, я считаю, именно вот эту среднюю линейку T-Book Mini. В целом напоминает обычный планшет, но гораздо большей толщины. Вообще размеры у него 25 на 21 и на 5,5 сантиметров. По краю, как видите, идет такая пластиковая рамка. Это не резина, именно пластик. Но в какой-то степени она призвана защитить планшет от ударов. На нижней стороне осциллографа только вентиляционное отверстие, на левой стороне замок Кенсингтона и крепление для вот такой ручки, которая позволяет одной левой рукой довольно надежно удерживать осциллограф, при этом правой рукой можно им управлять. На верхней грани разъемы для подключения щупов. Это четырехканальная модель с полосой пропускания по 100 МГц. Соответственно, видим 4 разъема для подключения щупов, и это выход триггера. На правой стороне кнопка включения-выключения, она же по совместительству является индикатором. И под резиновой заглушкой расположены еще ряд разъемов. Это у нас Ethernet разъем, можно подключать этот осциллограф в сеть, управлять им по сети с мобильных устройств или с компьютера. Выход калибровочного генератора для калибровки щупов. Micro-HDMI выход для подключения внешнего монитора или телевизора для вывода туда изображения. USB-хост. USB-A разъем для подключения флешек, а также можно сюда воткнуть мышку и управлять осциллографом при помощи мыши. Это USB Micro B разъем для подключения этого осциллографа к компьютеру. Это позволяет скачивать с него фотографии, скриншоты, записанное видео, он умеет и видео записывать, либо сами осциллограммы. И также можно им полноценно управлять через этот разъем из специального программного обеспечения. Это разъем для подключения блока питания, позволяет запитать осциллограф, а также зарядить встроенный аккумулятор. На задней стороне осциллографа видим вентиляционное отверстие, за ними скрывается вентилятор, который, к сожалению, довольно шумный, не знаю, может быть позже его заменю. И вот эта вот вся пластиковая часть, это на самом деле ножка, которая позволяет осциллограф поставить на стол. Вот таким вот образом. И вот такой угол получается. Блок питания используется вот такой. Это у нас Delta Electronics, 12 вольт, 5,4 ампера. В комплекте с осциллографом идут 4 вот таких пассивных щупа от того же производителя, модель P130A. У них фиксированный делитель 1 к 10, длина 130 сантиметров, ну и традиционный набор аксессуаров к ним. Такой вот зацеп за провода, всем известный. И еще вот такой вот пакетик, где есть отвертка для калибровки, цветные колечки. И еще вот такая вот, например, деталь, которая одевается на щуп для удобного подключения к ножкам микросхем прикосновения, чтобы щуп не сползал. И еще вот такая вот пружинка, которая одевается на земляной контакт щупа и позволяет одновременно прикасаться и сигнальным выводом, и земляным к плате, например. С щупами идет вот такая инструкция, здесь есть более подробные характеристики щупов. Также в комплекте были вот такие резиновые заглушки на верхние разъемы, и была еще пленка на экран, вот она, вот в полном комплекте. Впрочем, я ее клеить не планирую, потому что терпеть не могу такие вещи. Итак, по интерфейсу осциллографа сверху начнем. Вверху есть табличка с двумя значениями. Верхнее значение характеризует количество отсчетов на канал, которые помещаются в быструю оперативную память осциллографа. У него есть память на 28 миллионов отсчетов суммарно. Ну, соответственно, эта память делится между включенными каналами, в данном случае между 4. Эта память используется для того, чтобы можно было захватить определенный временной промежуток, и после чего зазумить его и рассмотреть уже более детально, без потери качества. Второй параметр в таблице показывает, сколько отсчетов на канал делает в данный момент осциллограф. Сейчас 250 мегасэмплов. Вообще максимальная частота сбора данных 1 гигасэмпл при 8 битах, но эта частота делится также между 4 включенными каналами, поэтому на канал получаем 250 мегасэмплов. Если я отключу пару каналов,
то получим 500 мегасэмплов. Если оставлю только один, то вот он, 1 гигасэмпл. В центре вверху индикатор, показывающий, насколько смещено окно осциллографа относительно точки, относительно момента срабатывания триггера. Вот таким вот образом можем при помощи кнопки 50% вернуть все обратно. Следующее справа вверху это режим работы триггера. В данном случае у меня включен триггер по переднему фронту и порог триггера 960 милливольт. Порог триггера регулируется следующим образом. Вот есть кнопка Level, нажимаем ее, после чего вот по этой полоске вводим, и у нас выбирается уровень триггера. Также на поле отрисовки появляется стрелка, которая также нам показывает текущий уровень выбранный. В зависимости от режима работы триггера порогов может быть несколько. В этом случае при помощи вот этих вот стрелок выбирается следующий параметр или предыдущий, и также вот этим вот элементом подстраивается текущий выбранный параметр триггера. Кривые отрисовки каналов можно двигать вверх-вниз просто пальцем. При этом у соответствующего канала появляется маркер закрашенный, который указывает, какой именно канал в данный момент изменяется, какой именно двигается. Причем для более точной установки высоты кривой есть еще две кнопки более точной настройки. Они позволяют смещать кривую мелкими шагами. На одну клетку приходится 100 вот таких вот шагов. В случае, если кривые расположены близко друг к другу и пальцем выбрать определенную проблематично, можно воспользоваться либо вот этими кнопками выбора каналов, либо вот еще один есть инструмент. Выбираем. И здесь можем выбрать тот канал, который будет активен, который мы будем двигать, даже если они расположены на одном и том же уровне, два канала, например. Здесь в этом списке появляются не только, как сейчас, физические каналы, также математические, всякие виртуальные, опорные и так далее. Но в данном случае все выключены, кроме 4 физических. Что касается настройки каналов, вот они 4 кнопки, отвечающие за 4 физических канала. По стрелке вниз также можно просмотреть список дополнительных виртуальных каналов, чуть позже до них доберемся. Для установки параметров канала, если он уже активен, одним тапом по нему мы открываем панель настройки. Если он не активен, то 2 тапа. Вот. В настройках есть включение инверсии. По постоянке, по переменке, либо можно заземлить вход, тип пробника по напряжению, либо потоку. Это влияет на отображение в основном. Это у нас делитель у щупов комплектных от этого осциллографа. 10-кратный делитель. Можно ограничить полосу пропускания, включить фильтр высокой частоты, низкой частоты, либо ограничить полосу пропускания на 20 МГц. И ниже еще есть параметры сбора. Здесь обычный режим. Можно включить усреднение, установить его уровень. Это у нас огибающий и пиковый детектор. Этот набор параметров доступен для всех 4 физических каналов. Причем обратите внимание, на вот этих вот иконках каналов отображаются такие пиктограммы текущего режима. Скажем, Channel 1 содержит пиктограмму постоянки, Channel 2 тоже, Channel 3, давайте включим ему инверсию. Увидим, что появилась черта над Channel 3. Давайте второму каналу его заземлим. Появилась пиктограмма заземления. Вот. Ну и 4-й канал тоже по постоянке измеряет. Если включим измерение по переменке, то соответствующая пиктограмма тоже появляется. Масштаб по вертикали выбирается 2 кнопками для каждого канала в довольно широких пределах, от 5 мВ до 100 вольт на клетку. Развертка по времени выбирается вот этим элементом управления. Можно, соответственно, увеличить, уменьшить ее. Также можно нажать в центр, тогда появляется такое подобие кругового элемента управления. Также на нем можно нажимать на правую и левую его части, и при нажатии в центр он возвращается на место. Диапазон изменения от 2 наносекунд и до 1000 секунд на клетку. Есть возможность включить курсоры горизонтальный и вертикальный. Появляются 2 полоски. У каждой есть маркер, за который можно пальцем таскать линию курсора. И нужен этот инструмент для измерения, например, размаха, амплитуды сигналов.
примерно таким образом. Ну и в верхней части мы с вами видим параметры этих двух линий выбранных маркера и дельта по Y в вольтах. Курсором можно управлять также вот этим вот элементом для точной подстройки, тоже также без проблем, 100 шагов на клетку. Ну и то же самое горизонтальный курсор, те же две линии, те же параметры выводятся в правом верхнем углу и такой же способ перетаскивания при помощи маркеров, просто пальцем, интуитивно и очень просто. Кнопка Quick Save сохраняет осциллограммы всех 4 каналов в качестве опорных, для того, чтобы можно было их впоследствии вызвать и снова добавить на экран. Делается это вот отсюда. Вот они, опорные каналы, их можно включить до 4 штук. И сигналом для опорных каналов выступают ранее сохраненные осциллограммы. Вот он список. Выбираем какую-нибудь осциллограмму. И вот она отдельным цветом появилась на поле отрисовки осциллограмм. Причем обратите внимание, что вот в этом элементе для выбора активного канала появился дополнительный канал R1. И так можно поступить со всеми 4 опорными сигналами. Есть возможность добавить на поле отрисовки математический канал. Давайте зайдем в его настройки. Он позволяет вывести кривую по технологии Double Wave. Это арифметическая операция над двумя какими-нибудь каналами, например, сложение первого и второго каналов. Вот что получается в результате. Давайте первого и третьего. Третий инвертирован относительно первого. В сумме получаем прямую линию. Также есть возможность включить быстрое преобразование Фурье. Тут разные варианты шкалы, источник, канал. И можно выбрать окно Хеминга, Блэкмана, Хеннинга. Ну, в принципе, этим функционалом я практически никогда не пользуюсь. Ну, давайте посмотрим, что получается. Вот такое вот отображение. Также на поле отрисовки осциллограмм можно вывести сигналы с логического анализатора. В этот осциллограф встроен логический анализатор. Единственное, что дополнительных дискретных входов у него нет. То есть логический анализатор реализуется только на тех 4 физических каналах, которые есть у этого осциллографа. Позволяет он дешифрировать несколько видов последовательных шин распространенных. UART, LIN, CAN, SPI, I2C, какой-то 429, даже не знаю, что это такое, и MIL 1553. У каждого есть свои параметры, выбираем, каким каналом осциллографа какой сигнал подключен. Есть иногда необязательные каналы, можно выбрать скорость, bitrate и тому подобное. Все довольно просто, к этому функционалу логического анализатора вернемся чуть позже. И можно одновременно активировать 2 канала таких интерфейсных. Они управляются при помощи виртуальных каналов S1 и S2. Что еще по жестам? Например, двойной тап вызывает изменение масштаба развертки по времени. Например, вот так вот. Ну, обратно возвращаться приходится уже этим элементом управления. Дальше. Тройной свайп вниз. Это функция зума. То есть, как бы поле отрисовки сдвигается вниз нашими 3 пальцами, и сверху появляется такой элемент, который осуществляет навигацию по быстрой памяти осциллографа. Можем в увеличенном масштабе просматривать какой-то кусок временного интервала, который до этого был на экране. Здесь также изменяется представление вот этого элемента управления, то есть мы с вами видим в масштабе 20 микросекунд на клетку кусок временного интервала, снятого в масштабе 200 микросекунд на клетку. Вот таким образом это работает. Чтобы выключить зум, можно провести свайп 3 пальцами вверх. Сам этот свайп, честно говоря, не очень удобен, но можно снизу вызвать вот такую подменюшку и получить доступ к функции зума и к другим функциям вот таким вот образом. На мой взгляд, это более просто. Также можно свайпнуть 4 пальцами вниз. Это приводит к снятию скриншота текущего экрана. Сейчас 4-й канал у меня заземлен щупом, а 2-й канал заземлен внутри осциллографа. И можем с вами заценить уровень шумов. Ну, если
на втором канале они фактически нулевые, то на четвертом канале более-менее существенные. Здесь получается в районе одной клетки, это 50 милливольт. Ну и давайте пробежимся по верхнему меню, которое вызывается свайпом сверху. Здесь на вкладках расположено большое количество разнообразных параметров осциллографа. И также к некоторым из этих вкладок можно получить быстрый доступ при помощи сенсорных кнопок справа. Например, кнопка Measure вызывает сразу же вкладку открытую с настройками быстрых измерений. И кнопка Trigger открывает настройки триггеров. Давайте начнем с первой вкладки. Измерения. Здесь все очень просто. Выбираем входной канал, выбираем измерения. Вот они появляются в этом списке текущих активных измерений. Их всего может быть до 10. И также в нижней части экрана отображаются уже высчитанные значения. Отображаются они тем же цветом, в который цвет красится выбранный канал. Вот. Можно вывести измерения с других каналов. Вот. Все достаточно наглядно и просто. Всего до 10 измерений. Очищаем. Помимо простейших измерений типа периода, частоты, времени нарастания, скважности, ширины импульсов и так далее, есть довольно интересные специфические, например, задержка фронта одного канала относительно другого. Например, первый канал относительно третьего имеет задержку минус 499,2 микросекунды. Есть еще, например, фаза. Это сдвиг фазы одного канала относительно другого. Третий канал у нас инвертирован относительно первого, поэтому должны получить в районе 180 градусов. Получаем 179,7 градусов этим измерителем. Ну и прочие другие измерители. Можете сами оценить список. В принципе, наверное, буду пользоваться всего лишь несколькими из них. Можно, кстати, все измерители одновременно включить из нижнего меню. Таким вот образом. Это измерители для текущего выбранного канала. Отображаются все сразу. Причем тут получается более 10 можно вывести одновременно. Тоже удобная функция. Следующая вкладка отвечает за сохранение осциллограмм. Выбираем интересующий канал. Выбираем, куда сохранять. На внутреннее хранилище осциллографа, либо на USB флешку. Если бы была подключена USB флешка, то все сохранение автоматически велось бы туда. Если она отключена, то сохранение ведется на внутреннее хранилище осциллографа. Выбираем формат сохранения, можем изменить имя файла и произвести сохранение. Также можно осциллограмму сохранить в одну из ячеек для опорных осциллограмм R1, R2, R3, либо R4. Вкладка Display содержит параметры отображения, соответственно, яркость сигналов, яркость сетки, тип сетки и тому подобное. Следующая вкладка настраивает триггеры. Триггеров здесь довольно много разных. Ну, самый популярный это, конечно же, триггер по фронту, в основном которым я и пользуюсь. Также есть триггер по ширине импульса. Тут, соответственно, выбирается полярность, выбираются условия и задается порог срабатывания. Есть триггер по логическому условию. Можно увязать все 4 канала, связать логической операции и выбрать условия срабатывания. Есть триггер по количеству импульсов. Есть триггер, в котором я до конца не разобрался, но, судя по всему, этот триггер срабатывает, когда сигнал находится в пределах между двумя установленными порогами. Тут именно два параметра задаются. Следующий триггер по времени нарастания. Тоже также задается порог срабатывания. Этот триггер я так и не понял, что за тайм-аут. Триггер по видео. И есть еще два условия логического анализатора, по которым тоже может срабатывать триггер. По различным условиям на шине 1553, либо на UART. Например, при получении старт бита, стоп бита, либо определенных данных можно задать значение, по которому будет срабатывать триггер. Следующая вкладка настраивает автоматический режим автоподстройки. Здесь можно включить непрерывную его работу, когда он будет в зависимости от амплитуды сигнала подстраивать пороги, точнее подстраивать масштаб по вертикали. То есть в этом случае авто просто включается и работает непрерывно, уже не отключается. Вот таким образом это все работает, но этой функцией я не пользуюсь, потому что мне не очень нравится, как она работает. Измеритель частоты отдельный зачем-то вынесен на отдельную вкладку, хотя измеритель частоты есть также и в измерениях. Ну, не знаю, может быть он реализован иначе, может быть является более точным.
Так, ну, например, на втором канале, ну, вот он, 1 наш килогерц. Частотомер посмотрели. И последняя вкладка отвечает за еще одна настройка здесь есть. Это глубина сохранения в быструю оперативную память отчетов. То есть можно выбрать автоматический режим, то есть количество сохраняемых отчетов будет зависеть от масштаба развертки по времени. Либо можно задать, например, чтобы сохранялось в оперативной памяти всегда максимальное количество отчетов, но это приводит к вот таким вот задержкам при перемещении осциллограмм. В автоматическом режиме такого уже нет. Все очень быстро и отзывчиво. Также здесь есть параметры, ну, то есть возможность сбросить настройки, возможность откалибровать осциллограф и сохранить пользовательские настройки в память. В принципе, на этом здесь все. Теперь, что касается дополнительных возможностей. К осциллографу можно подключить внешний монитор, телевизор, проектор, все что угодно с интерфейсом HDMI. При этом изображение выводится в разрешении 1280 на 720, и в середине этого HD экрана будет отображаться интерфейс осциллографа в том же разрешении, в котором оно выводится на родной экран осциллографа. То есть в центре экрана будет изображение 800 на 600. То есть само качество отображения от вывода на внешний экран никак не меняется. Меняется только его физические размеры за счет более крупного внешнего экрана. К осциллографу можно подключить мышку, при этом появляется курсор и тачскрин отключается. То есть при попытке управлять при помощи тачскрина появляется в верхнем правом углу значок замка, то есть заблокирован тачскрин. Причем заблокированы также и кнопки справа от экрана, и чтобы ими воспользоваться с мыши, можно воспользоваться правой кнопкой мыши. Вот появляется такая дополнительная менюшка, и можно нажимать кнопки, которые в данный момент заблокированы. Это позволяет, например, подключить к осциллографу проектор и радиомышку и при помощи одной только мышки управлять интерфейсом осциллографа. Все остальные жесты, все работает так же, ну, соответственно, жесты только для одного пальца, работают так же, как при управлении пальцем. При подключении USB флешки к осциллографу в правом нижнем углу появляется соответствующий значок. Причем извлекать флешку не обязательно, как я понял, нигде в интерфейсе, по крайней мере, этого нет. Видимо, кэширование записи настроено таким образом, чтобы кэш скидывать как можно быстрее на флешку. Ну и появляется возможность сохранять осциллограммы на флешку, причем перенаправляется сохранение на флешку после того, как вы ее вставили. Ну и в файловом менеджере можно просмотреть записанные на флешку файлы. Появился вот этот вот выбор, которого не было изначально. Ну, тут уже есть скриншоты, которые я ранее сохранял. Ну и все остальные файлы. Кстати, я забыл показать еще некоторые возможности, доступные вот в нижнем меню. Мы рассмотрели с вами зум и возможность отобразить все измерители по одному каналу. Также есть возможность включить так называемый цифровой люминофор, то есть тот путь сигнала, который наиболее часто он проходит, более ярким становится, который редко, он более блеклым. Всего 256 градаций сигнала здесь может быть. Ну, вот такая вот имитация аналогового осциллографа. И также здесь есть возможность сделать скриншот с сохранением на флешку и записать видео. Вот таким образом включается запись, и все содержимое экрана сейчас записывается. Давайте остановим запись и посмотрим, что у нас получилось. Так, видимо, вот это. Но, в принципе, нормального качества запись получается. Что касается подключения осциллографа к сети по Ethernet, по Wi-Fi, для чего вообще это нужно? Ну, во-первых, появляется возможность прямо с осциллографа устанавливать обновления прошивки. Он сам их скачивает с сайта разработчика и устанавливает. Вторая возможность – это возможность подключиться по протоколу FTP к осциллографу и получить доступ к его внутреннему хранилищу, скачать с него скриншоты, осциллограммы, видеофрагменты и тому подобное. Ну и третья возможность – это возможность поуправлять осциллографом с мобильных устройств либо с компьютера. Есть приложение для Windows, есть приложение для Android и для iOS. Вот так выглядит приложение для Android. Для подключения к осциллографу нужен только его IP-адрес.
И в приложении транслируется полностью весь интерфейс осциллографа, как он отображается и на экране самого осциллографа. Здесь работают все те же самые жесты, все то же самое управление. Как видите, есть определенная задержка, но в целом она не критичная. Вот, все точно так же здесь работает. Единственное, что справа есть кнопки, которые также есть и на осциллографе, за исключением последних двух. Здесь на осциллографе они дают доступ к настройкам измерителей и триггеров. Здесь же они вызывают менюшки, которые на осциллографе вызываются свайпом сверху и снизу. Свайп снизу и сверху здесь также работает, но он иногда сбоит из-за того, что свайп сверху использует также и Android. И, видимо, именно для этого разработчики вытащили здесь эти две дополнительные кнопки для доступа к нижней и верхней менюшке. В остальном все, в принципе, работает полнофункционально. И в целом у меня нареканий особых не вызывает. Приложение для iOS работает в принципе так же, как и для Android. Единственное, что у меня ощущение, что задержка немного меньше, не знаю за счет чего. Также само изображение немного вытянуто из-за других пропорций экрана. Но по сравнению с телефоном на Android, здесь, конечно, пользоваться гораздо удобнее, именно за счет более крупного планшетного экрана. При помощи этих мобильных приложений можно выйти и в лаунчер, запустить файловый менеджер, то есть полностью все управление доступно с мобильных устройств. Друзья, попытался сейчас продемонстрировать работу логического анализатора, подключил осциллограф к микроконтроллеру и дисплею от DF-Robot. Это дисплей, на который уже был обзор с многоцветной подсветкой и управлению по шине I2C. Так вот, похоже, поймал я багу в осциллографе в части синхронизации. Вот обратите внимание, сейчас микроконтроллер передает пакет данных контроллеру дисплея с периодом примерно в 50 миллисекунд. Здесь все нормально. Дальше изменяя параметры развертки, 4 миллисекунды на клетку, тоже все нормально. И при следующем переключении синхронизация почему-то начинает работать вот таким образом. Давайте увеличим. Вот. За счет чего это происходит, непонятно. Сейчас попробуем вернуть обратно. Снова включить зум. И все, пакет стоит как вкопанный. Синхронизация работает нормально. Включена синхронизация по переднему фронту с порогом в 2 вольта. Ну, то есть должна она, по идее, работать, но почему-то перестает работать. Ну, то есть все вроде бы нормально, все должно работать, но работает неправильно. Возможно, я ошибаюсь, конечно. Если это так, то напишите в комментариях. Но вообще планирую отправить видеофрагмент с этим багом производителю. Ну что ж, давайте посмотрим, как работает логический анализатор. Включим логический канал S1. Параметры I2C я уже выставил. Первый канал это clock, второй это данные. Все, больше настроек здесь никаких нет. Но появляется еще вот такая вот дополнительная настройка. Она позволяет установить пороговые уровни для определения логических единиц и нулей. Таким образом, оба порога можно установить. В принципе, это позволяет логическому анализатору работать вообще при любых логических уровнях шин. Ну и давайте посмотрим, что же он у нас надешифрировал на шине. Увеличим масштаб. Вот. И можем видеть те значения дешифрированные, которые летят в дисплей. Если мы еще увеличим, то появится дополнительная детализация. Например, на первом слове 9-битном он обозначает то, что W это операция записи, вот этот пакет весь операция записи в дисплей. В квадратных скобках буква А это означает, что дисплей подтвердил получение, то есть на шине появилось условие ASK. Ну, я еще, честно говоря, ожидал, что будут обозначены явно условия старт и стоп, но этого нет. Ну, в принципе, и так тоже нормально. Вот таким образом работает логический анализатор. Кстати, по поводу триггера еще раз. Вот сейчас проявляется баг. Триггер по переднему фронту. И, если помните, здесь есть дополнительные триггеры по условиям на логическом анализаторе. И можно здесь засинхронизироваться, например, по условию старт на шине I2C. И в этом случае, при том же масштабе времени, осциллограф без проблем синхронизируется совершенно стабильно. Вот. Стоит как вкопанный этот пакет. Ну что ж, друзья, осталось только разобрать осциллограф. Не обещаю, что разберем прям полностью, но что-нибудь интересное наверняка все равно увидим.
Итак, друзья, осциллограф удалось разобрать полностью, не без потерь, к сожалению, с моей стороны, но ничего страшного. Давайте сейчас разберем каждую из частей в отдельности и начнем с задней части корпуса. Вот он, тот назойливый вентилятор, который постоянно шумел. У него специфические размеры 45 на 45 на 7,5 мм. То есть заменить его будет не так-то и просто, точнее замену ему найти. Есть динамик, можете обратить внимание, который периодически издавал звуки. И есть место под второй динамик, который здесь не установлен. Еще из интересного здесь то, как реализована кнопка включения питания. Вот такая печатная плата с пружинными контактами на материнскую плату. И здесь еще интересный стоит светодиод в подсветке. Он смонтирован с этой стороны, но светит сквозь плату на эту сторону. Ну, довольно специфический корпус. В остальном по этой детали больше ничего вроде бы интересного-то и нет. Давайте пойдем дальше. Системная плата осциллографа, пожалуй, самая интересная его часть. Здесь практически половину платы занимают аналоговые входы, их организация. Все они закрыты экранами, как с одной стороны, так и с другой стороны печатной платы. Но один экран с одного из каналов я уже снял, поэтому можем рассмотреть, что здесь находится под экраном. Вот эта микросхема OPA 4872, это аналоговый мультиплексор четырехканальный, четырехвходовый, миниатюрное реле, еще одна микросхема от Analog Devices, которую я не смог опознать. И вообще в целом по этой части мало что могу прокомментировать, но я думаю, среди зрителей есть более опытные специалисты в аналоговой части. 4 канала, 4 аналоговых сигнала, полученных с этих 4 каналов, заводятся на вот эту микросхему. Это и есть АЦП. Производство Analog Devices, модель HAT1511, гигасэмпловый АЦП, у которого в эту же микросхему встроен коммутатор. То есть у него 4 аналоговых входа, и один из этих входов в каждый момент времени он коммутирует на вход АЦП. АЦП 8-битный, естественно, как и весь осциллограф. Управляет всей этой низкоуровневой частью PLIS, вот это Xilinx Spartan 6 XC 6SL X45. К ней подключена еще оперативная память 128 мегабайт производства Samsung, DDR3 память. И эта PLIS охлаждается при помощи вот такого радиатора. Дальше потом сверху еще на эту всю плату одевается вот такой экран. Здесь тоже термопрокладка. В общем, единственная микросхема, которая более-менее здесь охлаждается, это вот эта PLIS. За всю планшетную часть отвечает система на чипе от Samsung. Это Samsung S5P4418. Система на чипе на базе 4 ядер Cortex-A9 с частотой 1,4 ГГц и видеоядром Mali 400 MP. К ней подключено 2 микросхемы оперативной памяти, такой же DDR3 по 128 мегабайт, итого 256. Здесь расположена флешка, тоже от Samsung, 8 гигабайт eMMC. Ну и в принципе вот это вот все, это та часть, которая отвечает за планшетную составляющую этого осциллографа. Вот эти все порты осциллографа, они реализованы при помощи микросхемы системы на чипе, ну естественно с использованием различных микросхем физического уровня и так далее. Ethernet, кстати, реализован на микросхеме RTL8201, то есть 100 мегабитный. Кстати, к плюсу могла быть подключена еще одна микросхема оперативной памяти, но в данном исполнении она отсутствует. На обратной стороне платы в основном рассыпуха, различные обвязки, множество емкостей. И вот здесь расположен модуль Wi-Fi на базе микросхемы RTL8189. Дисплейный модуль здесь от компании Innolux Display, вот такая вот модель. Вот его шлейф самого дисплея, это шлейф тачскрина с контроллером тачскрина Goodix GT928. Ну и плата, которая отвечает за боковые сенсорные кнопки, их подсветку и тому подобное. Осциллограф комплектуется вот таким аккумулятором, это литий-полимерная батарея, 8 мАч, 7,4 вольта. Производитель заявляет работу осциллографа от нее в течение 5 часов. На самом деле батарею я уже тестировал этого осциллографа, у меня получилось при максимальной яркости экрана с выключенными всеми режимами энергосбережения, при непрерывном сборе данных и при выключенном Wi-Fi 5 часов 50 минут, что я считаю очень достойный результат. С батареей идет вот такая вот плата, видимо отвечающая за зарядку. Тут есть даже кнопка какая-то, не знаю за что отвечает.
И подключается батарея к системной плате при помощи вот такого ноутбучного разъема, можно сказать. Сама батарея приклеивается к корпусу на двухсторонний скотч. Батарея весит 294 грамма. Друзья, на сегодня у меня все. Если забыл о чем-то рассказать, пишите об этом в комментариях. Обязательно постараюсь ответить. Этот осциллограф будет у меня в ближайшее время эксплуатироваться в качестве основного и, вероятнее всего, появится в каких-то будущих роликах. Благодарю вас за просмотр ролика до конца. Как всегда, всем желаю удачи и успехов. Всем пока.